Привет, с вами Михалыч. Если вы планируете строить дом из кирпича, то вам точно будет полезная информация с данного видео, потому что в нем я расскажу самые распространенные ошибки каменщиков, хоть начинающих, хоть бывалых, а также их исправления. И о всем этом расскажу вам поэтапно. А до начала кладки кирпича у вас уже должен быть залит фундамент и отстояться как минимум 28 дней. За это время он набирает 70% своей прочности, но этого достаточно, чтобы уже возводить стены, хоть с газоблока, хоть с кирпича. И также на фундаменте уже должна быть горизонтальная гидроизоляция. Если вы еще этого не сделали, то обязательно посмотрите видео у меня на канале о заливке фундамента, о правильной гидроизоляции и еще много других полезных видео, которые точно вам пригодятся в строительстве частного дома. Но тех, у кого есть фундамент и гидроизоляция, не спешите сразу приступать к кладке кирпича, так как даже если вы правильно выставили диагонали и выдержали геометрию вашего дома, то при копке фундамента в любом случае диагонали немного разошлись, особенно если вы копали траншею трактором. Также при заливке фундамента, если вы выставляли опалубку выше уровня земли, бетон мог ее немножко раздуть, и это также смещает диагонали. Поэтому первое, что нужно проделать перед кладкой кирпича, это снова выставить диагонали. Для этого берем одну из стен, вдоль нее по фундаменту натягиваем веревку и фиксируем ее с обеих сторон. Лучше всего это сделать при помощи арматуры, забитой в землю, на расстоянии от фундамента около метра, чтобы удобно было вокруг него ходить. Но остальные стены проще всего выставить по угольнику и затем проверить диагонали рулеткой. А также можно воспользоваться теоремой Пифагора. А как правильно это сделать, можете прогуглить в интернете. Мы же использовали обычный угольник, одна сторона которого выравнивалась по первой натянутой веревке, а вторую веревку мы уже равняли по угольнику. С одной стороны забивали арматуру, привязывали к ней веревку, а со второй стороны делали на веревке петлю, одевали на арматуру, выравнивали веревку и забивали ее в натяжку. Таким образом мы проделали со всеми стенами. Ну и затем обязательно нужно сделать замеры при помощи рулетки по мере диагонали. И если у вас небольшое расхождение, как в моем случае, до 3 мм, то здесь ничего страшного нет. Штукатурка и шпаклевка стен в будущем все выровняет. Но если же расхождение больше 2-3 см, то значит вы допустили где-то ошибку, выставили неровно, и нужно снова проверить все углы и найти, где вы допустили ошибку. Но и когда вы выставили диагонали, то сразу приступать к кладке это также будет ошибка. Потому что при заливке фундамента, хоть вы выставляли опалубку, хоть вы лили просто в землю, в любом случае по фундаменту будут перепады. Они могут быть около 1-2 см. Это допустимые перепады, которые легко выравниваются раствором при кладке кирпича. А также бывают перепады и более. Поэтому делаем следующим образом. Возле каждого внешнего угла вашего фундамента забиваем деревянные колышки, чтобы они хотя бы сантиметров на 30 были выше фундамента. Берем гидроуровень и при помощи него находим самую высокую точку вашего фундамента и отмечаем ее карандашом на первом колышке. А затем эту точку мы переносим на все колышки, которые забиты по углам. Это и будет 0 нашей кладки. Теперь у нас есть нижняя точка кладки кирпича и можно приступать к кладке. И в первую очередь нужно поднять углы, хотя бы на 3 ряда, чтобы в них крепить чалку и идеально ровно в уровень по ней выкладывать каждый ряд кирпича. По уровню переносим нашу точку с бруса на кладку, а веревки, которыми мы выставляли диагональ, они в данном случае выступают нам направляющей ровной линией для фасадной части. Ну а теперь что касается заведения углов. Их нужно правильно перевязывать, чтобы углы были крепкими. В моем случае стены идут в 1,5 кирпича и первый ряд кладется тычком, так удобнее и ровнее получается. То первые 2 кирпича укладываются с 3/4. Для этого 1/4 отбивается молотком. Укладываются рядом с друг другом, причем направление, в какую сторону они будут смотреть, без разницы. Ну а следующие 3 кирпича укладываются, как я и говорил, тычком на фасадную сторону. Затем следующий ряд укладывается ложком. Таким образом идет хорошая перевязка. Ну и дальше 3-й ряд снова идет тычком с 2 3/4. Но кроме перевязки углов, чтобы стены были крепкими, их нужно армировать кладочной сеткой. Многие этим пренебрегают, либо же используют очень тонкую сетку, либо просто вкладывают проволоку, и тем самым ослабляется общая конструкция стен. Поэтому сетку нужно использовать обязательно. Если стены у вас будут также в 1,5 кирпича, то продается сетка шириной
в 38 сантиметров, ее не придется распускать болгаркой, укладка ее не отнимет у вас много времени. Толщина сечения сетки должна быть 4 мм, не тоньше. А вообще, если есть возможность, то используйте ГОСТовскую сетку. Она и поварена хорошо, и толщина проволоки то, что надо. Начинаем перевязывать стены с третьего ряда кладки, а затем будет достаточно укладывать сетку на каждый пятый ряд кладки. Только обязательно на углах делайте полный нахлест сетки друг на друга, а также делайте нахлесты между сетками на 2 ячейки. Кстати, ячейка для кладочной сетки должна быть 5 на 5, это самое оптимальное. К следующей ошибке я могу отнести неправильное использование шнурки, чалки в кирпичной кладке. Во-первых, нитку, которую используете для чалки, должна быть капроновая. Она хорошо тянется, при этом не рвется и не провисает на достаточно длинные расстояния. До 10 метров в обычную неветреную погоду ряд будет идти у вас ровным, а используя другие веревки, которые очень сильно тянутся, а также тонкие, которые легко подхватывает ветер, приведут к тому, что ряд у вас будет кривой, а также некапроновые веревки очень часто при натяжке рвутся. Для закрепления чалки самый простой способ – забивать молотком сотый гвоздь вниз шва и накручивать веревку. То же самое делайте с противоположной стороны. Но если швы на углах еще свежие, то так закрепить гвоздь не получится. Для этого просто используем тот же гвоздь с веревкой, но берем и придавливаем его кирпичом. Также данный способ натягивания чалки можно использовать без возведения углов, а просто делать кладку рядами. И это еще не все, что касается чалки. Всегда следите, чтобы она ни за что не зацепилась, а она может зацепиться за уровень, лежащий молоток, ведро с раствором. И тем самым веревка может пойти как вверх, так и вниз. А вы по ней будете выставлять кирпич, и кирпичная кладка также у вас пойдет буграми. Как вот в данном случае, посмотрите, один каменщик не убрал раствор, а второй каменщик под этот раствор уже пытается подбить кирпич и заваливает его. Потом раствор убирается, чалка возвращается на свое место, а кирпич уже завален. Да, раствором можно сыграть, но бывает такое, что заваливается не на полсантиметра, а на несколько сантиметров. И тогда исправлять уже тяжело. Ну и кладка сама будет смотреться некрасиво. И также, хоть вы работаете один, хоть вдвоем, не забывайте перечаливать веревку с обеих сторон, так как неоднократно в спешке бывают такие случаи, что с одной стороны чалку подняли на ряд, а со второй стороны не перечалили. И при кладке шов будет тоньше, тоньше, тоньше и сойдется на нет. Потом придется перекладывать данные кирпичи. А также бывает такое, что перечаливают не на один ряд, а на 2 ряда. И это тоже приводит к неровности кладки. Еще один из главных моментов кладки кирпича под чалку — это то, что между чалкой и кирпичом, который вы укладываете, должно быть расстояние около 2 мм. Это нужно для того, чтобы кирпич не касался веревки, тем самым не отпирал ее. Ну и конечно же, выкладывая 5 рядов, если вы начинающий, обязательно гидроуровнем снова простреляйте все стены и посмотрите разбежности и перепады между стенами. Если вы идете четко в уровень, плюс-минус пару миллиметров, значит все хорошо. Если вы проверили гидроуровнем и перепад между стенами у вас составляет от сантиметра и более, то тогда нужно срочно принимать меры и делать толще шов в тех местах, где стены завалены. А кверху кладка должна выйти в одном уровне и на одной высоте. Ну вот собственно и все главные моменты, которые вам следует знать перед тем, как начинать выкладывать стены дома из кирпича. А если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, с удовольствием на все отвечу. На этом у меня все. Если информация понравилась, то поставьте лайк. Не забывайте подписаться на мой канал, будет еще много всего интересного. Я вам желаю удачной стройки и до встречи в новых видео. Пока!